Друзья, всем привет! Сегодня мы проведем эксперимент, как действует водород на кровь, на наше здоровье, как водород омолаживает нас. И для этого я использовал два аппарата, два генератора водорода. Перед тем, как увидеть результат эксперимента своими глазами, я сначала расскажу немного, чем вообще водород нам так интересен. Из древних источников мы узнаем, что наша атмосфера после движения полюсов Земли, после, так сказать, катастрофы, очень сильно изменилась. И в данный момент наша атмосфера занимает намного больше кислорода, чем это было до этой катастрофы. И также из древних источников нам известно, что люди жили намного дольше. И эти знания навели меня на мысль, что нужно именно исследовать атмосферу, а не нашу ДНК, чтобы понять, как люди могли так долго жить и почему организм в данный момент сейчас стареет так быстро, а раньше он так быстро не старел. И вы, наверное, друзья, спрашиваете, как можно изучить древнюю атмосферу нашей планеты. Ну, есть несколько способов, и ученые изучают эти данные. Например, есть один способ, вы видите на мониторе сейчас картинку, это кусок изображения янтаря. Янтарь, наверное, всем известно, что это такое. Это смола деревьев, которая окаменела со временем. И, так сказать, в этой смоле могут быть капсулы времени. Это, например, могут быть какие-то насекомые. Пузырьки воздуха ученые смогли специальным методом извлечь из янтаря и анализировать. Есть еще несколько методов анализа древнего воздуха, где можно достать этот древний воздух. Ну, в этом видео, я думаю, мы не будем их все рассматривать. Самое главное, что для нас интересно, это водород. И в древности водорода было около 5%. Ну, не все ученые пришли к одному мнению, сколько именно процентов. Кто-то говорит 2%, кто-то говорит 5%. Но в данный момент у нас водорода в воздухе просто минимально, как какие-то доли процентов. Его практически нет сейчас в данный момент. И вот это мне показалось очень интересным. Поэтому я и сделал этот эксперимент. На этой таблице мы хорошо видим состав нашего воздуха. Исходя из того, что большое количество кислорода нас закисляет, это не антиоксидант, а это кислород получается как оксидант. И это как раз нас и со временем убивает. Да? Если дышать 24 часа таким количеством кислорода, то это действует очень пагубно на весь организм. Хорошо, друзья, сейчас начнем эксперимент. На данном видео я снимаю сам генератор. Один из двух генераторов, который я использовал, это корейский генератор очень хорошего качества с двойной мембраной. За счет двойной мембраны этот генератор может вырабатывать большое количество водорода. В этом случае у нас получается 3300 единиц. Да? И плюс этот же генератор также можно не только делать воду, готовить, насыщать водородом, но также можно и дышать. Прямо этот же использовать аппарат. Для чистоты нашего эксперимента я использовал еще второй генератор на тот случай, если какой-то из генераторов будет как-то плохо работать, для большей достоверности эксперимента.
Данный генератор, который вы сейчас видите, он не такой мощный, он вырабатывает где-то в половину меньше водорода. Но этот генератор мне нравится, потому что он очень такой портативный, его можно кругом взять с собой и сделать водородную воду. Очень удобно. Для начала эксперимента мы, как всегда, смотрим кровь перед водородом, да, перед тем, как мы будем использовать водород. И на данный момент это кровь, моя кровь после ужина. Она немножко после ужина заметно, что она закислена. И, ну, в общем, она, так сказать, загущена. Да, это нормальный процесс после еды. Но для нас это сейчас хорошо будет, тогда мы увидим улучшение, нам намного лучше будет смотреть улучшение крови, если оно будет. На этом увеличении хорошо видно, как определенные регионы крови, именно сами эритроциты в каких-то местах больше склеились друг с другом, в каких-то местах меньше. В общем, текучесть крови средняя, и мы смотрим дальше. На 2500 увеличении видно, что кровь после еды имеет полное такое сгущение, и эритроциты заняли место в несколько слоев, и, конечно, все эритроциты склеены, и не хватает практически жидкости, да, вот межклеточное пространство у нас обезвожено. Здесь мы видим кровь на увеличении в 5000 раз, и мне интересно всегда на этом увеличении посмотреть наличие бактерий в крови. Ну и если есть, конечно, паразитов, я паразитов еще не видел в крови, но многие об этом говорят, что в крови даже можно наблюдать паразитов. В данный момент в крови после ужина бактерий очень мало. Бывает, конечно, больше бактерий. Особенно если, например, поесть рыбу или мясо, то тогда наличие бактерий будет намного больше. Ну вот пришло время водорода. Я выпил, получается, 2 порции, это в общем где-то 500 миллиграмм воды, насыщенной водорода, из первого генератора, который в начале я показывал. Что мы видим сейчас в данный момент? С кровью произошли небольшие изменения, их на этом увеличении не очень хорошо видно, но изменения есть, но они минимальны пока. На этом увеличении, на большем увеличении заметно, что эритроциты немного стали лучше себя вести, склеек стало меньше, и сама текучесть крови стала тоже немного лучше. Ну, конечно, это все минимально, да, минимально заметно, но какой-то результат есть небольшой. Смотрим дальше, на большем увеличении будет видно больше. Увеличение в 2500 раз, и здесь мы тоже видим, что какие-то незначительные улучшения есть, но они еле заметны. Вот мы увеличили кровь в 5000 раз, и на этом увеличении становится интересно. Видно все процессы. В данный момент мы видим, как работает лейкоцит. Он в размерах почти в 2 раза больше, чем эритроцит. И это очень хороший показатель, так должно быть. Когда здоровый иммунитет, лейкоциты должны работать, и они должны иметь большой размер. И мы видим, как у этого лейкоцита работают вот эти усики, которыми он ловит бактерии, и как он передвигается активно. Все очень хорошо выглядит. Ну вот, друзья, теперь пришла вторая стадия эксперимента. Я подышал кислородом 30 минут,
И что мы видим? Наша кровь изменилась уже намного больше. Эритроциты расклеились больше, и текучесть крови сама по себе стала тоже намного лучше. Это заметно даже на этом увеличении. На этом увеличении тоже заметно, что эритроциты стали лучше себя чувствовать, и движение намного лучше стало. И мы видим, что именно само дыхание водородом приносит эффект, да, больший эффект. И мне интересно, как себя поведут бактерии при вот таком вот водородовом дыхании. На увеличение 2500 раз мы видим, что кровь стала лучше, и межэритроцитовое пространство стало больше, да, что наши иммунные клетки имеют больше места, чтобы двигаться, и они не будут как-то зажиматься между эритроцитами. Здесь мы смотрим кровь в 5000 раз после дыхания водорода. Что интересно, что я не наблюдаю практически никаких бактерий в крови. Кровь сама по себе стала лучше двигаться, и бактерий я не вижу, как это ни странно. Также я еще попробовал выпить дополнительно воды из своего второго генератора водорода, но результат был практически такой же, ничего сильно не изменилось. Здесь, друзья, можно наглядно сравнить, как выглядит наша кровь после водорода и до водорода, именно после дыхания водородом. После водородной воды я не стал сравнивать кровь, потому что никакого результата практически не было. Результаты этого эксперимента меня, конечно, немного удивили. Я предполагал, что водородом нужно дышать, но что это настолько будет разница, пить водородную воду или дышать водородом, конечно, меня очень удивило это. И в дальнейшем я хочу вот сейчас в скором времени сделать нормальный эксперимент именно с водородом, именно дышать водородом, потому что в этот раз я подышал всего полчаса, и я не уверен, что мой генератор именно так много выделяет водорода, чтобы за полчаса был хороший результат, да, доскональный уже. Поэтому в следующий раз я буду дышать водородом, может быть, часа 4. И после этого мы посмотрим, как кровь изменится после 4 часов водорода. И в следующий раз уже можно будет сопоставить результаты эксперимента с атмосферой древней Земли. Ну хорошо, друзья, этот эксперимент у нас подходит к концу. Следующий эксперимент мы будем продолжать изучать свойства черного тмина. Мне удалось выжать из семян черного тмина 100% масло без какого-то разбавления. И это масло я буду пробовать еще раз. Предпоследний раз результаты этого черного масла даже в разбавленном виде показали хороший результат. Поэтому следующий эксперимент должен получиться очень интересным и познавательным. Подписывайтесь на канал, будет очень много всего интересного. Желаю всем здоровья, пока-пока.